Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Модный дом Фенди. Показом коллекции осень 2025-зима 2026 на неделе моды в Милане бренд отметил свой столетний юбилей. Основанный в 1925-м как небольшой бутик в центре Рима, он проделал непростой путь, прежде чем занять важное место в фэшн-индустрии. Нынешнее юбилейное шоу нельзя назвать просто демонстрацией модных силуэтов. Это настоящая семейная хроника, на создание которой вдохновил фотоальбом со старыми снимками, бережно передаваемый из поколения в поколение. Его миниатюрную копию получил в качестве приглашения каждый из гостей. На одном из таких фото шестилетняя Сильвия Вентурини Фенди в милом костюме для верховой езды. Тогда, в 1966-м, Карл Лагерфельд, проводя свой первый показ для бренда, попросил наследницу пройтись по подиуму. А теперь этот же трюк повторила сама Сильвия, пригласив дать старт модному действу своих внуков. Одетые в безупречно сшитые копии того самого жокейского костюма, они открыли перед выходом моделей на подиум огромные двери, точные реплики первого ателье Фенди. Это был очень трогательный момент, который сразу задал тон всему представлению. Да и место проведения шоу выбрано не случайно. Пространство, где когда-то создавалась империя из кожи и меха, специально восстановили к юбилею. В воздухе витал дух ремесленного мастерства, той самой руки мастера, которая по сей день превращает кожаные и меховые изделия Фенди в произведение искусства. Быть в фэшн-индустрии целый век – немалый срок. За это время в жизни модного дома нашлось место и меховой революции, и показу на Великой Китайской стене, и даже скандальной эротике. Но, несмотря на важную дату, целых 100 лет, представленный гардероб не превратился в демонстрацию вереницы архивных нарядов. Хотя несколько прямых отсылок к определенному историческому периоду точно имеется, пусть и в современной подаче. Как отметила в комментариях Сильвия Вентурини, то, что когда-то было красиво, будет красиво всегда. Я коснулась разных десятилетий, но постаралась избежать какого-то конкретного. Я лишь хотела передать эмоции, личные воспоминания и собственное ощущение бренда. Нынешняя коллекция включает мужские и женские образы. Решение сделать показ совместным отчасти связано с отсутствием на момент создания и презентации осенне-зимней линейки нового креативного директора. Поэтому на подиуме мы видим сегодня общее творчество дизайн-команды и Сильвии Вентурини, отвечающей в бренде лишь за мужское направление. Тем не менее, получилось очень достойно. В духе настоящей, роскошной, чувственной, немного возрастной итальянской моды, которая, как оказалось, может стать семейной реликвией. Я не буду сейчас, друзья, обсуждать какой-то конкретный модный лук, но вы всегда это можете сделать в комментариях к видео. А вот несколько ключевых составляющих гардероба под маркой Fendi отмечу. На первом плане, конечно же, мех. Он был и остается главным героем дома. Именно здесь громоздкие и явно морально устаревшие шубы для зажиточных итальянок еще в 60-е прошлой эпохи с легкой руки маэстро Лагерфельда превратились в стильные наряды, меховые пальто, короткие куртки-жакеты, даже платья и в том числе сумки. Помимо цельных изделий, бренд предлагает дополнить одежду съемным воротником, переходящим порой то в длинный меховой шарф, то в отложные лацканы. На подиуме эффектно смотрелись зигзагообразные комбинации и яркие варианты с узором горошек. Что правда, из-за предпочтения натуральному меху, Фенди нередко оказывался в центре скандалов. Но сейчас соболиные шубы сменили на стриженную овчину и продолжают разработки собственной меховой альтернативы – материала на основе кератина. Не меньше внимания в коллекции уделено нарядам из кожи. Особенно запомнились варианты с покатыми плечами, округлыми рукавами и с вертикальной прострочкой. А еще монолук с хищным окрасом и элегантное кожаное платье в светло-шоколадном тоне. Из необычного хотелось бы назвать вещи с эффектом целлофановой упаковки. Легкость, воздушность, игра света сделали платье комбинации одними из самых обсуждаемых элементов показа. Возникла иллюзия, будто бы девушка заключена в искусный футляр. Также интересно представлена плессировка, где тренч, изящно перехваченный в талии тонким ремнем, внешне больше похож на вечерний легкий наряд, чем на верхнюю одежду. По широкой линейке аксессуаров стоит в будущем сделать отдельный обзор. Помимо великолепно исполненной обуви, будь то сапоги на фигурном каблуке или мюли на танкетке, бренд предложил стильные вязаные головные уборы, оформленные сеткой вуалью и огромнейший выбор сумок.
Это пушистые меховые, тканевые, кожаные, из замши с блестящим гламурным декором с модным обвесом. Внимание публики привлекли причудливые детали – игрушки-куклы. Однако это не простые безделушки, которые можно повесить на сумку, а полноценные участники показа, одетые в те же самые образы, что и модели на подиуме. Забавные тряпичные фигурки сама Сильвия Вентурини озвучила как мини-музы дома Фенди. И они уже стали заветной мечтой многих коллекционеров. Смотрим, друзья, удивляемся, обсуждаем, не забываем поддержать автора видео лайком. Всем красоты, хорошего дня, тепла в душе и солнечного, позитивного настроения!